вот вчера рассказывали про случай с летающей тарелкой на Байкале, где тоже Да, вот эти существа плавали. Есть же да, рассказ такой, который да, все знают, что наши боевые пловцы столкнулись под водой в Байкале с какими-то крупными, тоже да, с большими шлемами на головах. да, Вот. Попытались их захватить, то есть была операция по захвату этих существ, но те применили какое-то парализующее оружие, пришлось срочно всплывать, то есть там получили баротравмы, кто-то там да, погиб кессонная даже, болезнь, да. кессонная А болезнь. кто-то в иркутский Да. госпиталь попал, да. Ну вот саму предысторию ты можешь рассказать? Ну да, это длинная предыстория. Я даже общался с человеком ВКонтакте, который точно знал, что их в иркутский госпиталь доставляли. Я думал, это липа, все. Это все вначале критиковали, все это сочинили. А предыстория такова, что официально это опубликовано как сборы водолазов на Байкале, якобы. Там этот начальник водолазной службы, Демьяненко или кто там был, приезжал, там потом по всем водолазам спустили указания, что в районе озер, вот Байкал, Иссык-Куль там и так далее, наблюдают эти... Саресское озеро на Памире, кстати, тоже там НЛО наблюдали. А предыстория такова, что это не сборы были водолазов. Это была наша группа зачистки Операция была, да? обломков НЛО, которые туда сбили. Угу. И сбили его, вот этот как раз 1982 год, и дата 28 апреля, когда это произошло. А во всех источниках пишут май 82 года. И это была спецоперация уже. Это не первый был случай у нас сбитого НЛО. Это уже был научно-методически разработанный план, там все продумано, как сбить, чем сбить, целая наука. То есть было подготовлено. Как Да, заманить все его, было как его- То подготовлено. есть есть технология, Был- отработанная по сбиванию НЛО, получается. Это был эксперимент такой, это Да. была очень рискованная боевая операция, потому что до этого покопались уже в других образцах, которые были в металле, в сплавах, в технологиях и так далее. На берегу Байкала был оборудован специальный наблюдательный пункт в поселке Усть-Баргузин. А это вот то самое место, там сейчас часть стоит из Монголии выведена или стояла. Вот. Это открытая информация. А до этого там стояла вот эта часть. Ее потом расформировали полностью. О ней нигде нет никаких упоминаний. И там как раз занимались наблюдениями за НЛО, которые ныряли в Байкал и выныривали. И на траверзе этого места как раз самая глубокая точка Байкала. И напротив спуск поселка резкий, еще да? Максимиха, там есть такая Максимиха южнее, Усть-Баргузина, Бурятии. Это вот восточный берег Байкала. И там они фиксировали, когда он взлетел, когда он нырнул в Байкал, когда он вынырнул, по какой траектории полетел, вели журналы наблюдений, это все фиксировали, аппаратуру привезли, чтобы это все фиксировать, там в ночное видение, приборы и так далее. И на базе вот этих графиков полета НЛО, и на базе, значит, исследованных уже до этого еще образцов, уже имевшихся, была разработана вот эта операция с использованием, значит, ракет Р-40 и истребителей МиГ-25, которые перегнали На тот прямо с момент Горьковского завода. Быстрые самые. У меня да? на эту тему, значит, я откуда это знаю, собственно, источники, совершенно 3 разных источника. Если бы это один кто-то сказал, да, Ну да. это была бы байка. Легенда. Но источников 3 мужиков, вот, один полковник, второй там, ну, допустим, КГБшник, и третий, значит, источник, это человек, который работал в Институте электросварки имени Патона в Киеве, и у нас потом в Симферополе он работал, этот человек, на СЭЛМе, Симферопольский электромашзавод. И его привлекали, насколько я понял, как специалиста по плазменной резке вот этих самых Резать, я так и обломков, подумал. да. Речи. Вот. И он мне вот рассказывал, перегнали прямо с Горького своего завода эти 25-е МиГи. 31-й МиГ тогда испытаний только проходил. Еще и не А обкатанная они его машина. не решились использовать, они уже опробованно использовали. Там оборудовали его, переоборудовали, электромагнитного от излучения защиту поставили, там эти экранирования, фонаря кабины, летчика, там защита, все, чтобы это было. Потому что же Безопасно. знали, что воздействие от НЛО, как оно проявляется, там и лучевое, там импульсное и так далее.
электромагнитное воздействие прежде всего на аппаратуру бортовую, когда происходит при пуске ракет срыв наведения этих ракет. Ракета уходит в молоко, она не попадает, она уходит мимо цели. Она не захватывает головка наведения, цель вообще. Ну и, соответственно, саму бортовую радиоэлектронную аппаратуру самолета тоже воздействие идет наведенное, поэтому все это было защищено. И вот они специально занимались переделкой этих самолетов. Я потом смотрел реестр этих самолетов Горьковского завода выпуска, 21-й завод «Сокол». Ну, там сложно найти концы, потому что их много очень было сделано, этих самолетов. И вот их перегнали. Улан-Удэ Восточный. То есть, видимо, программа была на весь Союз такая. Ну, даже сами ракеты, они были без... Ракета Р-40, она стандартная. Она под МиГ-25 подвешивалась. У нее корпус титановый, обтекатель ситаловый. Скорость, сколько у нее? 6 махов, по-моему, скорость. Это все данные в интернете, все открыто есть. Можете проверить, перепроверить. Да, тепловое наведение есть Т и ТД Р-40. То есть она достаточно мощная ракета. Но обычной боеголовкой никак нельзя было сбивать. Потому что обычная боеголовка, поражающая способность, проникающая способность, там, кинетической энергии этих поражающих элементов от подрыва боевой части, взрывчатого вещества, она достаточно мала, чтобы, понимаете, пробить такой продукт высоких технологий. Ну, поэтому смысл использовано было 2 типа экспериментальных боеголовок, которые никогда не стояли на вооружении, которые были специально под это дело разработаны. Это, причем комбинированно было использование 2 типов ракет. И план был такой: вначале ему пробить защиту, а потом уже прошить его вольфрамовыми стержнями в боевой части. Причем вольфрамовые стержни, они более прочные, чем урановые. Ну, конечно. А первый был, значит, взрывомагнитный генератор, насколько я понял, академик Сахаров Андрей Дмитриевич еще в Сарове в Арзамасе-16 его разрабатывал, вот эту технологию. Мощный узконаправленный электромагнитный импульс при подрыве, он выдает его узконаправленно по цели, если с большой скоростью... То есть он дырявит силовое поле. Да. Значит, надо было продырять силовое поле, а потом прошить ее вольфрамом. Вот. И они специально подкоролили момент, когда этот НЛО летел на низкой высоте и высевал в Байкал сине-зеленые водоросли. Причем они потом даже пену собирали, не только обломки они собирали, эти водолазы наши, они еще пену собирали. Для чего они в Байкал высевали сине-зеленые водоросли, не знаю. Кстати, добавлю, Антон, по Да. этим сине-зеленым водорослям. Да. Значит, наш главный гидролог России, сейчас фамилию не вспомню, к сожалению. Ну, это, сейчас скажу, какой 2016 год. У нас на лекции было на заседании РГО, его тема по поводу сине-зеленых водорослей Байкала. Их антропогенного происхождения, неприродного. Вот, и предмет как катастрофа рассматривался для акватории, потому как эта сволочь жрет и рыбу, и какие-то обычные микроорганизмы, там, которые нужны для питания как раз рыбы. Вот. И единственное, значит, что они смогли найти в виде объяснения для себя как бы происхождения антропогенного, это сливание якобы в Байкал отходов жизнедеятельности, да, современных отходов жизнедеятельности. Ну там это целлюлозно-бумажный комбинат. Да. Вот, но это не ложится, Слив потому что целлюлозно-бумажный комбинат Не работает там органическое, уже органическое. больше, чем Россия существует, Да. 2 раза. А проблема появилась не так давно, где-то порядка 12 лет назад, вот там, может, 10, вот так, вот эта И проблема. они убивают водоемы сине-зеленые. Но, кстати говоря, эта проблема, она сейчас отошла как-то на задний план, то ли ее замыли или забыли, да, то ли, в общем-то, это Так же, действительно... как и озоновые дыры ушли. на Да, задний то план. ли это действительно как барановирус, да, сдуло в общем-то, просто вехами истории, да, то есть это просто Просто непонятно, зачем им это вредительством заниматься на нашей экосистеме, непонятно. в вредительских целях. Так, Антон, чем дело? Они попали Дело прямо в люк. закончилось тем, что отобрали лучших наших летчиков в совершенстве, освоивших боевое применение МиГ-25. Перегнали на Улан-Удэ Восточный аэродром авиазавода. Значит, первый был Стогов Николай Ильич, заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, который в Египте летал на 25-х.
Вот, он убился на этой спецоперации. Официально сказали, что он грохнулся на МиГ-27 Кайре под Ахтубинском. А катастрофа очень странная, читал воспоминания Орлова. Друг его, летчик тоже с Нивы ВВС, это всем известно, это никакой не секрет. Войсковая часть 15650, он сейчас 929 ГЛИЦ, при Союзе был Нивы ВВС. И вот он описывает, что тело не нашли, то есть обломки нашли этого мигаря. Ну, изъяли уже, да. Так и не изъяли, просто это для прикрытия. Бросили МиГ там этот самый. Он-то убился на Байкале на 25-м да, а там- МиГе, а операция была совершенно секретная, и чтобы Поэтому прикрыть нужно его было прикрыть. гибель, взяли вот этот старый МиГ, он уже особой ценности не Списанный, представлял, да, долбали. он не совсем списанный, но он уже прошел цикл летных испытаний. Официальная цель полета — облет КЗА, там контрольно-записывающей аппаратуры. Вот. И, значит, реально что? Его летчик поднял, там же особый отдел КГБ, не ВВС, они же там все это организовали, там все. Он катапультировался, этот летчик, МиГ этот грохнул, а потом с Байкала привезли уже тело этого Николая Ильича и подкинули. Вот. Официально вот он тут упал. А на самом деле он там упал, понимаете, на Байкале. Это было 28 апреля 1982 года. Неудачно А второй было. был Андреев Владимир Иванович, он живой до сих пор. Он командовал 586-м нашим истребительным авиационным полком в Правдинске, Сайгак, позывной аэродром Истомино. Ну, его разогнали давно, этот полк. Тоже в совершенстве своих боевых применений. МиГ-25 он отвернул. Там сработала система активная. Есть пассивная защита, есть активная защита. И когда они по нему выпустили сразу 8 ракет, вот эти пробивали поле, а эти врезались уже вольфрамовыми стержнями. Он их все не мог отбить. Одновременно. Да. Когда на тебя сразу 8 ракет летит, а он же был беспилотник, то есть там какой-то кибернетический этот мозг. Ну, или автомат. искусственный интеллект. Да, управлял. искусственный интеллект, да еще с открытым люком, это самый уязвимый момент он попал. Если бы он люк закрыл и включил бы плазменное поле, естественно, ему ничего бы не было, и включил бы там защиту, ушел бы, там сорвал это наведение этих ракет, ушел бы от них. Но они его подловили именно вот в этот момент, когда он шел низко, медленно и с открытым люком. Вот этот, и шел у него этот процесс высевания этого шлейфа. И он был прошит, и все эти обломки рухнули. Этот Славик, друг мой, приезжал туда, в этот Усть-Баргузин. Вот, присутствовал при этом, при всем, как они в бочки металлические запаивали, эти обломки. Там мы его попросили привод посмотреть. Вот. Математическая школа МГУ, там был академик известный, он попросил тоже привод, говорит, посмотри, привод. Это сверхпроводник, там ферромагнетик, сплав уникальный, который у нас нету, там еще вкрапления, какие-то прожилки золотые, короче, куча вот этих обломков. И кольцо вот такое, тор, тороидальное кольцо, оно было разорвано на куски прямо. Сердце его, да? Да, вот, и вот эти вот фрагменты вот этого вот тора, вот этого кольца, вот этого, они прямо поднимали. Некоторые были тяжелые, да, там экранами поднимали, вот это все, это складировали, вот это водолазы доставали, это все до берега. И вот этим на самом деле занимались эти водолазы. А там прибыла их уже группа зачистки. Своя. И им надо было там что-то свое ценное зачистить. забрать. То ли источник там То ли какой-то Тор тот же. питание, энергии или какой-то там, может, бортовой компьютер, что-то ценное. Им надо было зачистить. А наши с ними вступили в эту схватку, попытались накинуть металлическую сеть, водолазы. И вот этим все Наши бы сейчас зачищали ящик. Забирали бы, да? Ну Самописец. да, черный ящик, Ну, как да. бы, чтобы, да. А те же что им надо Вот там? что им надо было, да, может там тоже у них что-то такое было ценное, которое надо было забрать. Вот. Но вот факт то, что и гигантского роста эти водоплавающие, вот эти хозяева этого аппарата тоже. Вот. Аппарат был беспилотный. И обломки законсервированы в Красноярске 26 на горно-химическом комбинате, зато Железногорск. Потому что они очень сильно фонили. Они же первым делом всегда проверяют там, радиометры, альфа, бета, гамма. Там, это. А это не альфа, не бета, не гамма. Еще больше. Это еще какое-то там.
а у нас его даже Ну, нет. есть СВЧ, излучение, датчики. Да, СВЧ, да, но радиация такая, что вот он так вот ногу поднимает, штанину, а у него вот так вот черное колено там. СВЧ может поражать ткань. Вот. И, говорит, это плохо закончилось. Короче, увезли это все под Улан-Удэ на ЖД станцию, там кразами погрузили вагоны, утащили. И ясно, что несколько дней изучали это все, но мелкие, потому что там фанило очень капитально от этих обломков, и видно там, возможно, Оля, ты не брал источник свой, энергии осколок разгерметизировался. Сейчас с собой нет сегодня, ты не привез, да? Мгм. Может, там реактор разгерметизировался, или хер его знает. Ну, короче, вот такая дрянь. Вот это был не первый случай и не последний случай вот такой операции. В Советском Союзе и в России тоже. Их еще было и до, и после. Где эти обломки сейчас хранятся? Какие? Байкальские. Вот я сказал, вот там в горе, в этой гранитной, на берегу Енисея. А, туда перевезли. Да, вот это ГХК горно-химический. Скорее всего, там огромные эти выработки, подземелья. Туда Титаник может даже загнать. Там паровозы целые, ЖД-ветки заходят. Кстати, в Красноярском же крае хранилище вот этих ядерных отходов. Вот, Совсем но там ядро. фон, понимаешь, оно опасно, оно как законсервированное. А мелкие образцы, вот, они там в НИИ, там Изучались на уже, да. изучение во всякие там материаловедческие, там и прочее. А какие вот у нас сведения проскочили, последние, получается, Антон, вот по нам, ну, по нашей территории, да? В России-то уже, наверное, сведений таких, как бы по сбиванию официальных-то и неофициальных не было, понятно. Никто никогда Никто официально об ничего не этом не скажет, скажет, да. а неофициально ты об этом узнаешь только если произойдет утечка информации из каких-то вот совершенно случайных Свидетельства в источников, основном. да. А происходят эти утечки информации только иногда. Еще есть куча случаев, наверняка, о которых мы вообще ничего Не не знаем. И узнаем. я не знаю, и не узнаю узнаем. никогда, Не да. узнаем. А то, что я знаю, это часть какой-то кусок от айсберга. Вообще, Просто-напросто. Это верхушечка айсберга. Какая-то Большая часть верхушка, неизвестна. да. Даже этого уже достаточно, чтобы судить, что все это происходит в реальности. Ну вот вы с Соколовым, как Да, специалисты вот по уфологии, да, вот наблюдаете и следите за НАСА, смотрите за информацией их, которая Да выбрасывается. НАСА да? это... Но это же фигня по сравнению с нашими данными, которые вот вы знаете оба даже, да, вот то, что... И то, что сейчас, ну, понятно, что не высвечивается такой информация, это понятным причинам. Тем более сейчас технологии как бы быстрые, да, то есть сейчас информация распространяется пулей, поэтому, естественно, сейчас еще больше внимания к этой теме. Это к самое защите ужасное, информации. что это все засекречивается. Я Да. бы даже не сказал, что это в интересах государства все засекречится. Ну да. Это Последний засекречится слив в Медведева интересах на эту вообще тему. каких-то структур, даже нечеловеческих, я бы сказал, потому что не дают хода этим технологиям прорывным. Все это глушится специально, задавливается. Вот. И количество должно переходить в качество.